Привет всем! Сегодня рассказ про серфинг с веслом и электрическим мотором. Вот это кадр из видео прошлого про возвращение семьи голубя, семьи лебедей. Но в этот раз наше внимание будет не на лебедях, а на вот этой конструкции, вот этой доске. Это доска для сап-бординга, иначе называют сап-серфинг или серфинг с веслом. Но особенность этой доски в том, что она еще вдобавок и с электромотором. Это доска производства испанской фирмы Onian, называется модель Manta. Вот эту модель испанцы стали выпускать пару лет назад, и я в прошлом году ее заказал, ждал около 7 месяцев доставку. В прошлом году не успел спустить на воду, уже было холодно. А вообще вот этот сап-бординг, сап-серфинг, он очень популярен в последние годы, особенно когда речь идет о такой плавании на спокойной воде, это озера, реки. Вот этот сап-бординг, он очень популярен. При этом это очень хорошая физическая нагрузка. То есть если сравнивать вот по таблице различные виды водного спорта, то после плавания вот это на втором месте по сжигаемой энергии. То есть примерно на 15% ниже всего лишь, чем вот вы будете час плавать или час вы будете на этой доске с веслом. Итак, вот в прошлом году получил я вот эту манту и распаковываю. Сама доска большая, очень устойчивая, размеры у нее очень такие серьезные. К ней идет весло, вот это аккумулятор, вот с ручкой, то есть там вставляется электрический аккумулятор, современный литий-ионный, и там есть электропривод, то есть вы можете стоять грести и вдобавок включать электромотор. Это весло для этого сап-серфинга, обычное весло классическое. И сейчас мы посмотрим, какой комплект поставки. Итак, вот я достал из коробки все принадлежности и положил. Сейчас будем смотреть один за другим. Номер 1. Под номером 1 у нас идет конструкция, которая крепится к ноге. То есть на случай, если ты упадешь, чтобы доска далеко не уплыла. А номер 2 это магнитик был, который разрывает контакт, и после этого лодка останавливается, электромотор глушится. Номер 3 это ручка, которая просто крепится посередине доски. Вот. А дальше у нас под номером 4 вот это набор плавников, 4 плавника, которые придают некоторую устойчивость, стабильность доске. Они крепятся достаточно просто, там все предусмотрено. Под номером 5 это пульт управления дистанционный, который работает по Wi-Fi. И номер 6 это такие контакты, которые вкручиваются в аккумулятор, один раз вкрутили и забыли. А вот сейчас мы смотрим подробно пульт управления. То есть номер 8 это кнопка, а номер 7 это пульт, на котором там какой-то индикатор что-то показывает. Это крепится к руке, но я про это потом расскажу отдельно. Управление заключается в нажатии на эту кнопку. Один раз нажали половина мощности, еще раз нажали полная мощность, еще раз нажали выключение. В общем-то, все управление. Также этот пульт позволяет контролировать заряд аккумулятора. Это зарядное устройство для вот этого пульта управления. Это обычная такой бесконтактная зарядка, которой заряжаются мобильные телефоны, такое, обычное, входит в комплект. И вот смотрим, как устроена вот эта самая двигательная часть. То есть есть вал, на этом валу там пропеллер, все это вставлено, крыльчатка там, все это вставлено внутрь такой конструкции, то есть вода попадает и с силой выталкивается вот этим пропеллером. Соответственно, это турбина такая небольшая, соответственно, доска приводится в движение. Было холодно, это был ноябрь месяц, уже
пробовать доску я не стал. И упаковал, поставил на зиму. То есть на зиму она вот так хранилась у меня. Просто аккумулятор надо хранить заряженным на 20%, поддерживать заряд 20%. Вот это зарядное устройство, ну, такое мощное зарядное устройство, про него еще расскажу. Но зарядка — это не очень простое действие на самом деле. То есть там надо соблюдать определенные правила, иначе будут проблемы с этой зарядкой. Итак, вот комплект поставки. И мне осталось дождаться весны, когда вода станет опять теплая, и спустить доску на воду. Для этого я сделал еще, сколотил конструкцию деревянную, чтобы на участке доску ставить. Она достаточно тяжелая, ну, один взрослый мужчина ее носит. Отдельно от аккумулятора, отдельно доску. Вот эта конструкция деревянная, простая. Я ее выношу доску на берег и опираю на эту конструкцию. И отдельно аккумулятор. Аккумулятор тоже достаточно тяжелый, там килограмм 16, ну такой. То есть, но один человек, вот я в одиночку абсолютно с этим справляюсь без проблем. И я оборудовал место для спуска этой доски на воду. То есть лодку продвинул ближе к берегу. Там сделал вот этот силиконовый коврик, видите. И вот в районе этого силиконового коврика там буек повесил такой. Вот, все. То есть я поставил аккумулятор заряженный и встал на доску, поплыл. Итак, что предшествует тому, чтобы вот так встать и поплыть? Ну вот, смотрите, я сейчас немножко выплыву из зоны пирса и включу мотор. Все, вот я включил мотор, все, поплыл. Сначала на маленькой скорости, немножко попривыкнуть, ну, потом будет скорость больше. Итак, первый этап. То есть там есть полная инструкция, как что делать, все это описано. Прикрутили вот эти контакты к аккумулятору. Аккумулятор установили, нужно синхронизировать аккумулятор, синхронизировать вот эту всю систему с пультом управления, то есть связать их вот по вот этому Wi-Fi. Это на самом деле достаточно просто. В интернет есть видеоролик, и фирма-поставщик также присылает ссылку на этот видеоролик, где подробно описаны все действия. У меня это получилось где-то раза 4-го. То есть не сразу, но где-то с 4-го раза это получилось, это связалось, и это делается один раз. Вы один раз связали, после этого у вас они друг друга понимают, и все, двигатель реагирует на команды пульта. Но тут такой момент. По идее, пульт управления, он на ремешке, который крепится на руку, и у вас вот под рукой, там же вот эта кнопка всегда вот под контролем, вы ее нажимаете, но у вас же в руках весло. Весло при плавании на таком саббординге перекладывается из руки в руку, то есть вы гребанули с одной стороны, переложили весло, гребанули с другой стороны. Вот этот пульт, вот этот шнурок с кнопкой, они реально мешают это делать, во-первых. А во-вторых, когда на руке, на высоте находится вот этот пульт, его связь с блоком, который вот в доске внутри, не очень надежная, не очень стабильная. Во всяком случае, так было у меня. И в перспективе я пришел к чему? Что вовсе не обязательно цеплять вот этот пульт на руку. Оптимальным, если какую-то резиночку просто на колено, в районе колена сделаете, и туда зацеплять вот эту конструкцию. То есть с высоты колена вот связь между пультом и прибором абсолютно надежная. То есть она не теряется, не пропадает. И пульт вот этот не мешает вам грести. В то же время вы вот опустили руку в район колена, нажали кнопку, то есть это все оперативно, все никак не мешает. Вот этот первый пункт. То есть вы должны контролировать стабильность связи между пультом и лодкой. И в моем случае оказалось, что на высоте человеческого роста, тем более с поднятой рукой, эта связь ненадежна, поэтому пульт надо держать, стараться ниже. Второй, зарядка. Про зарядку аккумулятора.
Значит, тут, вот смотрите, сейчас на ролике я поставил камеру, прикрепил камеру к самой доске. То есть на доске есть достаточно крепежей предусмотренных. Там можно поставить вот эту камеру, например, привинтить к ней. Там можно поставить 2 сиденья. То есть доска имеет водоизмещение 200 литров. Ну, грубо говоря, до 200 килограмм, она еще не тонет. Но там в самом описании говорится, что взрослый и ребенок могут вот на этой доске. И там есть крепление, места крепления для 2 сидений. То есть надо понимать, что эта доска, она очень-очень дальнее расстояние может проплыть с зарядки аккумулятора. То есть если плыть на половинной мощности, это скорость порядка 5-6 км в час. Если еще вы гребете, в зависимости от интенсивности гребли. Если вообще не грести, где-то 4,5-5 км в час она едет, то зарядки хватает на 5 часов. И это реально так. То есть, иначе говоря, на такое 25 километров путешествия. Если на полной мощности зарядки хватает на 2,5 часа. Но 2,5 часа вы едете со скоростью примерно 10 км в час. Если еще подгребаете активно, то 11 до 12 км в час. Это хорошая скорость. Соответственно, те же самые 25 километров вы проплываете. Поэтому сиденье прикрепить – это очень хорошая идея. То есть можно вот такие, как в байдарках, которые на дне будут. А можно какой-то пластмассовый стульчик, тоже не проблема, он хорошо крепится. То есть вы можете грести там час, через час вы устали, вы можете присесть отдохнуть, никаких проблем. Вот. Или же вы можете катать, например, катать ребенка, катать. То есть доска предоставляет, благодаря своему хорошему водоизмещению и большому запасу хода, вот такие опции. Там же есть на доске достаточно вариантов, как прикрепить вот всякие ручки, веревочки, чтобы эту доску было удобно спускать на воду и доставать из воды, как в моем случае я это делаю с пирса. Итак, дальше, зарядка. Какие проблемы таит в себе зарядка? Во-первых, нужно четко соблюдать порядок включения. Сначала зарядное устройство включается в розетку, потом контакт от зарядного устройства подсоединяется к аккумулятору. Там по цветам красный-черный, и на аккумуляторе гнезда тоже красный-черный, вы не перепутаете. Но заряжать аккумулятор нужно не сразу после того, как вы попользовались доской, а должно пройти какое-то время, потому что иначе зарядка просто не идет, вы будете там мучиться, не понимать, что случилось. На самом деле просто подождите час-полтора после использования аккумулятора. Он должен, кстати, успокоиться, остынуть, и все будет нормально. Потом зарядку нельзя делать на жаре, на солнце. То есть все это надо, вот я делаю в гараже. То есть это все надо делать нормально, потому что это очень высокий ток. То есть аккумулятор очень емкий, и пусковой ток очень серьезный при подключении. Пробки вышибает, так сказать, на раз. И заряжать надо внимательно. Зарядка довольно быстрая, за 2 часа заряжает полностью. Потом, хранение аккумулятора – это 20% зарядки. То есть, когда вы на зиму его закладываете, он должен быть разряжен до 20%, и примерно раз в месяц контролируете. Контроль ведется вот этим пультом. Пульт прикладывается там к определенному месту, это в инструкции будет между контактами аккумулятора, и там появится на индикаторе, зажгутся лампочки. Потом, доска очень хрупкая, то есть вот периметр доски, вот эта пластмасса, которая там пластик, он очень хрупкий. И от удара просто от камень, от какой-то угол, это все элементарно трескается, ломается, потом надо заклеивать, это неприятно. То есть надо все это делать аккуратно и хранить доску там, где вы ее, так сказать, оставляете. А там снизу должно быть что-то мягкое. То есть не просто бухать ее там на асфальт, на плитку, должна быть какая-то мягкая подстилка, иначе у вас будут проблемы с целостностью доски. Как управлять поворотами? Если вы за видео наблюдаете, то есть я периодически там разворачиваюсь. Управление очень простое, очень легкое. Доска сама по себе очень устойчивая.
То есть вот никаких особых навыков, даже если вы никогда до этого на вот этом сабсерфинге, доске для сабсерфинга не стояли, то никаких проблем у вас, в общем-то, в течение получаса вы абсолютно все освоите. То есть доска имеет хорошую устойчивость. Поворачивается, гребли веслом, быстро-быстро повернули. Значит, какие проблемы есть с тем, чтобы, устойчиво находиться на этой доске? Основная проблема – это когда вы выключаете, там сначала маленькая скорость, потом еще раз нажали большая скорость, потом нажали и остановилась. То есть двигатель выключается. Вот торможение доски происходит очень быстро. И в этот момент вас может с доски сбросить. То есть надо быть готовым аккуратно именно на момент выключения двигателя. В остальном, в целом, доска очень устойчивая. Дальше. По поводу надежности этого движения, этой всей системы, не выключайте пульт без необходимости. То есть я поплыл, включил, это маленькая скорость, большая, потом выключил, потом опять включил, потом опять выключил. Вы заметите, что на 3-4 раз у вас доска не включится. При этом доска с электромотором, в этом варианте Манта, она такая тупая, морда у нее. И одним веслом вы грести замучаетесь. То есть она, в отличие от классической доски для сабсерфинга, она менее, скажем так, управляется веслом. То есть гребля на ней гораздо более трудная задача, и она, просто у нее ходовые качества при гребле только веслом хуже. Поэтому с выключенным двигателем у вас будут проблемы. Если вы отплыли на километр от берега, вам предстоит очень-очень хорошо поработать, чтобы вернуться обратно. Поэтому не выключайте без лишней необходимости двигатель. Вы включили, все, поплыли, наплавался, выключил, припарковался. Вот примерно так. Если же случилось, что как-то так у вас все это заглохло, никаких проблем, подплываете к берегу, там, где можно вынуть аккумулятор. Вынули аккумулятор, вставили назад, у вас все снова заработает. То есть перезагрузка делается таким только способом. То есть вынуть аккумулятор и поставить его обратно. В целом вещь классная, я с удовольствием ей пользуюсь. И она дает возможность путешествовать по озерам. То есть в Каринте это актуально, рядом множество других озер. Рядом Словения, рядом Италия, где тоже озер полно. И машину грузишь эту доску, заряженный у тебя аккумулятор, его хватает на очень долгое времени. И это позволяет, в общем-то, делать такие путешествия с катанием на доске на другом озере и с получением удовольствия. На этом все. Надеюсь, кому-то услышанное пригодится. И успехов!